Приветствую. Давно ли вы заходили в такую игру, как Secret Neighbor? А я вот давненько. Скорее всего, одна из причин, конечно, наигранные почти 1К часов и банальный факт того, что мне эта игра уже простым русским языком остопила. Да, я слыхал, что у некоторых и по 2, и по 5К часов, но речь сейчас не про виды мазохизма. Однако есть еще одна причина. Как давно на СН выходили обновления? Когда они были особенно годными и хотелось возвращаться и накручивать часы? Как вообще сейчас обстоят дела с онлайном? Подходящим словом здесь, пожалуй, будет никак. На дворе уже лето, школьникам не надо в шкалку, они могут хоть с самого утра пойти рубиться в шедевр СНчик, но по итогу в своей игре мы имеем такой результат. Сверчки? Может, в Бравле есть кто? Ну, если вам повезет, раз в год вы встретите там одного рандома, который подождет минуту и образумится, свалив из этого места. В чем же дело? Ах да, я забыл, что этот режим не был никому нужен с тех пор, как вышел. А что же с быстрой игрой? А вот тут уже все не так однозначно. Полное лобби набирается довольно быстро, только вот если надеетесь найти братьев по разуму... I'm a child. Я ребенок. Who is Russian? Почему они не любят разговаривать? Это ж так прикольно. Вам либо попадется 6-летний с всегда активным микрофоном. Я маньяк. Кто-то сказал, я маньяк. Либо не попадется никто, так как, насколько я полагаю, процент русскоговорящих в этой игре стал таким же, как в год ее бета-версии. Просто ты единственный русский, который мне попался. О, так мило. Серьезно, тут так много нерусских? Да, вообще. Ну это исправится. В общем, есть с кем сыгрануть. Сыгрануть без удовольствия. Ведь нынешнее время эта игра и удовольствие, как и интерес, никак не совместимы. Игра порой даже не может работать с включенным дискордом, а иногда даже определялась как вирус. Теперь вы можете себе представить, в каком говнотехническом состоянии находится эта богом забытая игра? Так в чем же кроется причина такого плохого состояния? Как уже было сказано выше, из-за всратых обнов, которые ломают управление и геймплей в целом. А если добавляется что-то новое, то либо это бесполезно, либо также напрочь ломает для всех устоявшиеся каноны. Каноны, тоже несовместимое слово с хэн. Мало этого, эти обновы выходят раз в год. Я напоминаю, на дворе уже лето, идеальное время для выяснения максимального онлайна и выпиливания обнов, чтобы этот самый онлайн поднять. Однако мы имеем целое... ничего. Раньше обновы выходили под каждое время года, опираясь по сути на главные праздники. Весна, Пасха, лето само по себе как праздник, осень, Хэллоуин, зима, Рождество, ну или Новый год. И так по кругу. Со временем же этот темп стал теряться. Сейчас мы имеем 0 обнов за 2024 год, при условии, что уже скоро 2025. А про хотя бы одну обнову даже и слухами не пахнет. И это я еще не говорю про качество новоиспеченных обнов. Хотелось бы похвалить это данное обновление за прекраснейшее дополнение в виде дождя в лобби, особенно его звуков, как вы можете наблюдать. Почему-то в магазине он, кстати, не льется, но, типа, знаете, одним из приятнейших, ну для меня, конечно же, неприятнейших, было то, что эти идиоты все-таки добавили в магазин, где все предметы, вкладку с этими, получается, с журналюгой, мясником, ну, всеми остальными, которые типа реколорники добавили. Но они это сделали, получается, спустя несколько месяцев после новогодней обновы, и все равно это не снимает с них должность идиотов, ну, а в виде прекрасного дополнения еще дождь с шумом в лобби. Вот такой вот получилось 1.70.2 PS. Все, всем спасибо за внимание. И ведь даже роудмапы есть, но билды с холографами, как обычно. Обещают золотые горы, а в итоге даже частично обещанное не выполняют. Та игра, которая мне нравилась на новом Мирфа, но ее буквально нет. Кстати, про обещание золотых гор. А помните ли вы про Hello Neighbor 2? Я, конечно, тоже, как все, проорался, как разрабы знатно обдристались, прям с кусочками. Но я бы все же хотел затронуть тему именно патчей, исправлений и, в конце концов, допиливания хотя бы сюжета игры. Тоже обновы, что ли? Неужели хэн-2 это... хэн-2? Ха, симулятор обновлений, симулятор ожидания обновлений. Собственно, шутки шутками, а ситуация в один как с СНом. Сначала патчи для похудания выходили, а сейчас, опять же, прошел почти год, и мы не имеем даже микропатчей, какие были после 9-го. Да и сам он, мягко говоря, не очень, учитывая, как долго он делался и какие из-за этого о нем легенды слагали.
Самое тупое, что они даже не выставляют этой игре в раннем доступе, кое она является. Она сырая и недоделанная. Это чистой воды наебалово, за которое они еще и пытаются урвать 1300. Коих денег игра вообще не стоит, особенно сейчас, без поддержания выхода и новостей каких-либо обнов. Скорее всего, эта игра и является причиной выхода некачественных обнов в СН или просто их не выхода. Ведь примерно после ее релиза затрубили новости про то, что компания несет большие убытки и может в любой момент обанкротиться и закрыться. Странно, правда, то, что обновы в СН стали сдавать позиции еще до релиза HN2, и как объяснить это, тоже непонятно. Я даже помню, видел несколько мемов, по-моему, от одного и того же автора про те самые финансовые проблемы, риск банкротства и закрытия билдов. Что ты, черт побери, такое несешь? Если без шуток, я был бы искренне рад как закрытию билдов, как закрытию серверов СН, так и прекращению обновлений и поддержки проектов ХН и ее сюжета /канона. ХН и так является трупом, так пусть хотя бы труп моей любимой вселенной перестанут насиловать. Но, к несчастью, пришла некая Atari и профинансировала билдов. То ли чтобы они продолжили жить, то ли чтобы они пожили лишь чуть подольше. Алекс, как дела вообще? Ну, как, сон это такая, как лакжери, да, которая... Для слабаков. Ну да, для слабаков, поэтому я очень looking forward to наши каникулы испытать. Atari, та самая Atari, инвестирует в нас $2 миллиона. Это очень круто, это часть большей картины, про которую я хочу здесь рассказать. На данный момент билды действительно живут, особенно учитывая тот сблёв игр, которые они презентовали недавно. Да вот только среди них нет ни патчей на HN2, ни обнов по СН и никаких игровых проектов по соси соседу в принципе. Так почему же даже после финансовой помощи нет даже новостей про игры и проекты по ХН? Ответ довольно прост. Так как я не являюсь разрабом или сотрудником билдов, или даже уборщиком-ничепорчиком. Блять. Ну ты и лох, конечно. Такая нелепая фамилия. Ну мне купили. Ладно, давай, рассказывай. Кем работаешь? Кем работаешь, шляпа усатая? Я в школу хожу, 4 класс. Блять, лучше, чем любая работа в России, в принципе. Не спрашивай, откуда я знаю. Мне папа то же самое сказал. Короче, давай мобилу свою, все, давай, кошелек давай. Я в душе не чаю. Возможно, эти финансы были потрачены на тот сблюф игр, который является ответвлением, чтобы эти игры отбили деньги и в принципе большую сумму, и только тогда они вновь вернутся к проектам ХН. А вот только что мешало пойти с этими финансами на проекты ХН изначально, до сих пор не ясно. Единственное, что они сейчас активно продвигают по теме ХН, это ихний обоссанный недомульт 6+. Нам кидают эти 5-секундные отрывки, которые нам ни о чем не говорят и даже не презентуют ближайшую дату выхода. Хотя я напомню, что сейчас они продвигают второй сезон наиболее часто. Все, что мы получаем вместо даты, это их неугомонное soon. Скоро. Мы, блять, это скоро внимаем еще с февраля. Вы даже не меняете его на хотя бы год выхода, если же не число и месяц. Нам презентуют даже не раскадровки, какие они кидали во времена первого сезона, где также были раскадровки и второго сезона. Но несмотря на все это, второй сезон до сих пор оказывается не готов. Я даже где-то видел сообщение от самого уборщика, что, мол, второй сезон готов, осталась только озвучка и сведение звука с видео. И ладно, я еще могу понять озвучку. Но, блять, сведение! И вы хотите сказать, что именно поэтому вы даже не можете дропнуть одну серию? Как
по мне, это просто очередная ложь в стиле HN2. Якобы все готово, а на релизе уборщик притворялся, что ничего не знал и базарил по телефону. Вот и получается, что эти обрубки кидают лишь для привлечения внимания и может быть заработка небольшой суммы на ютубе, а ни о каком скором выходе даже речи не идет. Также очень странные дела связаны с проектом под названием RBO, мультиплеерной игрой, заявляющей, что она из франшизы Hello Neighbor. Однако, несмотря на это, до конца все-таки не подтверждено, соответствует ли это каким-то нынешним канонам ХН или из какой-то хронологии событий в принципе. Более того, неизвестно, что вообще побудило к разработке данной игры с тематикой грабежа, разделения ролей и как это вообще связано с ХН. Я лично предполагаю, что никакой связи с ХН там и вовсе не будет. Просто сам стиль игры и какие-то механики будут чем-то схожи с ХН, и на этом все. Все это потому, что разработкой игры занимается Колесник Никитов, отец-основатель первой Hello Neighbor. Он придумал как идею, так и стиль. Так и выходит, что стиль, в отличие от прав на соседа, у него не отберешь. Странно только вот то, что после ухода из франшизы и разработки в принципе, я не нашел, уволили его или уволился сам, ушел добровольно, осознавая, в какую жопу он завел свое творение. И если уже права проданы, ничего не остается, кроме как не участвовать и не смотреть, как его же сына топят в говне. Он опять вернулся под издательством билдов. Это с каких? Типа хорошие отношения нарастил и его с распростертыми объятиями вернули? Тут либо удачный момент подвернулся, когда билды почти мертвы, и им срочно нужны кадры, которые будут работать и генерить кэш, и Колесников решил их пожалеть, как старых друзей, либо они сами стали просить его о сотрудничестве, либо у него самого проблемы с деньгами, и он сам к ним приполз, дабы что-то заработать на разработке и продажах под крылом билдов. Хотя в данном случае одно другому не мешает, а только дополняет. Любопытно еще и то, что игрой занимается один Колесник Никитов, и даже в Стиме указан как единственный разработчик. Давайте притворимся, что билды не считаются. Но почему один? Во имя чего? Просто повыебываться, что в одиночку все сделает? Но так он делает многопользовательскую игру. И если он не будет ее вовремя дополнять и обновлять, она, как и другая ноунейм игра, канет в лету. С другой стороны, если он идет один, почему он сам не издатель? Почему билды? И почему билды указан как еще один разработчик, если они по сути ни хера не делают, кроме милипедрической рекламы проекта? То есть, вы понимаете, вроде бы сам, а вроде бы не сам, а с чьей-то помощью и не в одиночку. Выдвину еще предположение про то, что раз он вернулся к билдам, то его не могут или уже вовсе не вернут к разработке официальных игр по ХН, типа ХН2 и так далее. Но ему дали шанс продвинуться с помощью его собственного проекта, и сейчас он проходит некий испытательный срок. И пока что он горбатится один, но как только игра выйдет, я не знаю, хотя бы в 1.0, начнет получать хвалебные отзывы, деньги и тому подобное, его присоединят к какой-то надувной команде разрабов или наоборот, надувных разрабов присоединят к нему и все встанет на свои места. Они уже вместе будут корпеть над этой игрой с повышенной продуктивностью и успеваемостью. В любом случае, РБО это очень странный фрукт, о котором не нарыть почти никакой информации, и вообще непонятно, во что это дальше выльется. Повторюсь, что почти всю вышеперечисленную инфу я брал из своей башки, исходя из собственных мыслей и предположений, порой основываясь на реальных ситуациях с билдами и Колесниковым. Ты из нашего Дискорда? Ты шпион? Я шпион! Я шпион! Я шпион! Подводя итоги, у нас имеется всего пару проектов по ХН, которые ввиду своего качества вызывают большие сомнения. Это ХН2 с невыходящими уже херная сколько патчами и вообще ужасным техническим состоянием, Недомульт 0+, который кричит, якобы он скоро выйдет, но как мы видим, скоро для билдов понятие бесконечное. Призрачный РБО, про который вообще почти нечего сказать и сейчас уже даже не опробовать. И с большой натяжкой наш любимый говносейльчик, сервера которого, как я думаю, в скором времени могут лечь. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось. Хотелось бы еще пару слов сказать еще более призрачном, чем РБО проекте по имени Hello Neighbor 1 Remake. Про него я слышал только одно предложение, профов которому не будет, о подтверждении его дальнейшей разработки хер знает кем.
Скорее всего, самим уборщикам, с условием того, что они приступят к его разработке только после того, как окончательно допилят ХН2. Также не знаю, было ли это сообщение до релиза ХН2, когда никто не знал о настолько плачевном состоянии, или же как раз таки после пары патчей. И несмотря на то, что этот проект действительно нужен, и лично я бы очень хотел его увидеть, у нас выступает целых 3 фактора, по которым эту игру даже ждать не стоит, не то что надеяться на что-то. Во-первых, вы сами прекрасно знаете о плачевном состоянии ХН2, и что-то мне подсказывает, что билды не учатся на ошибках, и может выйти такое же сырое говно, и неизвестно сколько они будут его допиливать, и дождемся ли мы. Во-вторых, вы сами видите, как выходят, а точнее не выходят патчи на ХН2. Опять же, доживем ли мы? А может они переобуются, забьют на ХН2, не доделав ее, отменят ХН1 ремейк и вообще прекратят все работы со вселенной ХН навсегда. И наконец, в-третьих, ХН1 ремейк важен прежде всего для лора и сюжета. И даже если эта игра каким-то чудом свяжет все каноны хэн из книг, недомультов и прочих, что сделать теоретически невозможно, чтобы получался цельный, нормальный, логичный сюжет, то все равно выйдет какая-нибудь хэн-3 и вновь распидорасит весь лор, забив на предыдущие каноны, и все опять пойдет по кругу. Потому что хэн — дойная корова билдов. И пока она не выдаст последнюю каплю кэша, они не прекратят насиловать ее труп. Возможно, и все проекты по хэн даже новостей не получают так долго, лишь для того, чтобы нажиться и похайпить на ожидании фанатов, чтобы в итоге они вместо качественного контента в очередной раз обмазались калом. Просто хотелось выговориться. Очень давно уже. Я бы даже сказал, что все вышесказанное я сильно преуменьшал и мог бы наговорить еще на 1,5 часа. А может быть, возможность когда-нибудь представится. В общем, спасибо, что досмотрели до этого момента, хотя я очень сомневаюсь, что это видео вообще кто-то посмотрит. Подписывайтесь, если вам интересны подобные темы и контент по ним. Ставьте лайки, если вам все зашло. Пишите комменты, что вы думаете обо всем этом. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока.